Какой Шинигами может считаться МВП всей арки тысячелетней кровавой войны? Два вторжения друг за другом не оставили от Сэрэйтея камня на камне. Квинси отлично подготовились, но Готей 13 выстоял. Но благодаря кому? Благодаря Ичиго, Урахаре, Киараку или, может быть, благодаря Берсерку Зараки? Давайте посмотрим, кто из Шинигами сделал больший вклад в победу сообщества душ, и выберем самого достойного. А с вами Стил, вы на канале Steel Editing, и здесь я рассказываю про все, что мне интересно. И наверняка стоит вычеркнуть заранее тех, кто был полезен, но явно недостаточно. Друзья Ичиго. Рэнджи взял один фраг Штернритерами, если ему в аниме, конечно, не добавить еще один бой. Рукия тоже один фраг. Главнокомандующий Ямамото взял 2 фрага Штернритерами. Кенпачи сделал 4 фрага Штернами, в том числе фраг на мозге короля душ, а потом дрался против Жерара, что тоже очень круто, но это все ценой жизни капитана Унаханы, так что без потерь не обошлось. Остальные же капитаны либо слились с нулем фрагов, либо взяли максимум 1. Прежде чем начнем, давайте в начале этого ролика вы напишите в комментариях своего кандидата на МВП и объясните почему, а потом сравните с моими размышлениями. А начать стоит, наверное, с главного спасателя всех, кого нужно и кого не нужно спасать, Ичиго Куросаки. Именно его звали Шинигами во время первого вторжения. Это его Риацу приободряла всех во время второго вторжения. Именно к нему взывали тогда, когда погибал король душ. Но так ли он был полезен? Перед началом вторжения Ичиго ушел в Уэкамундо, где Килге Опи сдерживал его максимально долго, а потом и вовсе заточил в клетку, из которой он выбрался лишь чудом. Тем не менее, он смог вернуться в Сэрэйтей, с одного удара снес Шаза Дамина и пришел на бой с Яхве, после чего огреб смачных Но даже в этом случае ему говорят, что он большой молодец, ведь из-за него отступил командир Квинси. Где-то от такой наглости поперхнулся один наивный сэрэйтейский мальчик. После чего нулевой отряд накормил Ичиго, напоил, в баньке попарил, дал на Милфу поглядеть, даже меч новый ему выковали. А все для того, чтобы Рыжий во время второго вторжения вернулся и подрался с 4-кой Sailor Moon, причем одну из них он даже предупредил о своей сильной атаке, чтобы она ни в коем случае не умерла. Я просто напоминаю, что Кэндис ровно перед приходом Ичиго прямо в кадре одной молнией убила почти десяток рядовых шинигами. Затем Ичиго чуть не получил в голову от Квинси, чье имя вы даже не помните, побежал к Яхве, но из-за того, что Ичиго спускался вниз, Яхве смог подняться наверх, ко дворцу короля душ. Руина на Ичиго. Ичиго поднимается обратно ко дворцу короля душ, видит того, кто практически уничтожил Сэрэйтей, показывает пик своей силы, а потом его все равно укатывают мордой в асфальт. Да к тому же он еще и самолично добивает короля душ. Руина на Ичиго. А потом его укатывает мордой в асфальт Штерн, косящий под Айзена, а потом его снова попускает Яхве, и все, что делает полезного Ичиго за последний бой, это финал блоу по Яхве. Застелил фраг получается. Я только когда вот так вот выписал все действия Ичиго за арку, то понял, что Ичиго не то что пользы не принес, а наоборот, руинил Шинигами катку дважды. Кстати, он косвенно виноват в смерти Укитаки, того, кто из капитанов к нему относился лучше всего. Короче, Ичиго ни разу не МВП арки. Кстати, про Айзена. Это может показаться странным, но для победы над Яхве он сделал больше, чем твердолобый, постоянно прущий вперед Ичиго. Во время разговора в Мукене он, будучи опутанным по рукам и ногам, повлиял своим Кьёко Суйгетсу на ощущение времени у Яхве, из-за чего он после победы над Куросаки спешно ретировался. Получается, Айзен спас сообщество душ от разгрома? Получается, что так. Также Айзен стал ключевым игроком в финальной битве против Яхве и сделал все, чтобы Ичиго нанес тот самый финальный удар. Это тоже сильно, но все еще не МВП, поэтому идем дальше. Капитан Киараку принял на себя командование в самый тяжелый момент, поэтому ему, теперь уже слепому на один глаз, пришлось принимать самые отчаянные решения. Да, он взял только один фраг,
причем не сам, но все же. Лилье Баро был одним из шутштафеля и находился под огромными бафами, а на них в соло не ходят. Но главная его заслуга — это приведение на поле боя вышеупомянутого Айзена Соски. Честно, я до сих пор не могу понять, как Сюнсую удалось уговорить Совет 46. Ведь они дали разрешение на распечатывание того, кто вырезал всех их предшественников. Получается, кроме одного крутого боя, Киараку, выпустив Айзена на поводке погулять, еще и обеспечил победу над Яхве. Да, это сильно, но на МВП все еще не тянет. А если вы хотите поддержать то, что я делаю, то самое время подписаться на Boosty, ведь там скоро выйдет капитальное видео про жизненный путь и мотивацию Яхве. Подписывайся по первой ссылке в описании или сканируй QR-код. Спасибо всем, кто уже подписан, и отдельное спасибо главному герою Onyx Dragon и главнокомандующим Night Kiwi и Николаю Бондаренко. А вот кто реальный кандидат на МВП, так это Урахара. Скромный торговец не только стал причиной множества бед сообщества душ из-за создания Хоугиоку, но и впоследствии пытался загладить свою вину, помогая Гатею 13, из которого его вышвырнули. Во время первого вторжения Урахара не сильно блистал, занимаясь больше исследовательской работой. Именно поэтому он не старался помогать Ичиго в битве с Килге Опи, старательно собирая данные о врагах. Зато во время второго вторжения Урахара приходит и спасает катастрофическое положение Гатея 13 своей новой разработкой — духовными пилюлями, которые пустифицируют банкаи, отбирая их у Квинси и делая невозможным дальнейшую их кражу. Это переворачивает ход сражения, ведь сила Гатей 13 в его капитанах. А какие они капитаны, если у них нет банкая? Да, Квинси тоже получили свои усиления от фольштендингов, но зато теперь капитаны смогли драться на равных. Хицугая и Сайфон победили своих противников, а в дальнейшем всем банкай-юзерам можно было не опасаться, что их украдут. Соответственно, разблокировался, например, банкай Камамуры и, что самое важное, банкай Хирака, который одним включением может косить Квинси сотнями. К сожалению, в аниме поскупились на эпик, и он включил банкай только ради пары десятков рядовых солдат. Все это было бы невозможно без Урахары. Также он отлично понимал истинную цель Квинси, и поэтому заранее подготовился к запуску Ичиго и компании обратно ко дворцу короля душ. Да, это мало на что повлияло, и Ичиго все заруинил, добив короля, но все же бал в копилку полосатой шляпы. Тем не менее, все равно надо поднять наверх весь остальной состав Гатей 13, и Урахара снова тут как тут со своими вратами. Именно они и доставили всех наверх, благодаря чему Ичиго не пришлось в одиночку разбираться со всем шутштафелем. Кроме того, он зарекрутировал на последний бой Гримджоу, Неллиэль, Юкио и Рируку. Благодаря этому, а также им созданным гвоздям-меткам, Ичиго с компанией смогли подняться наверх в третий раз. Ну и, конечно, никак нельзя умалять его битву с Аскином, где он не только помог своей вакциной Юруичи, попавшей под удар, но и, использовав банкай, помог Гримджоу добить Аскина, тем самым получив ассист на одном из членов шутштафеля. Короче, Урахара сделал для победы Шинигами очень много, но есть ли кто-то, кто сделал больше? И мы переходим к самому улыбчивому солнышку из Гатея 13 и по совместительству злобному гению на службе Шинигами Куроцучи Майюри. Что же он сделал? Ну, для начала не дал двум мирам схлопнуться. Если вы забыли, Квинси устроили опустошение в Уэкамунда, и Майюри пришлось взять на себя ответственность и уничтожить 28 тысяч душ в Рукангае для поддержания баланса. После начала первого вторжения обнаруживается, что Квинси способны красть банкаи, и Майюри в бешенстве из-за того, что другие капитаны решили узнать это опытным путем. Судя по его реакции, а также из слов Киараку, можно сделать вывод, что Майюри и без Урахары дошел бы до идеи пустифицировать банкаи. Просто Урахаре повезло, у него на руках оказался использованный медальон Килге Опи, которого победил Ичиго. Только из-за этого Майюри проиграл в этой гонке по пустифицированию. Урахара во время своей работы находился в Уэкамунда в относительной безопасности, в то время как Майюри пришлось спешно создавать отдельную освещенную лабораторию, которую впоследствии остатки Гатея будут использовать как временный штаб.
И если бы не дальновидность Куроцучи в создании места, куда не проникнут Квинси, Готэй 13 не смог бы наладить обратно связь с рядовыми шинигами, которые все это время находились посреди неизвестной для них местности, без связей и командования. Отряды Квинси, контролируя все, что происходит в своем Квинси-тауне, методично уничтожали разделенные и деморализованные группы шинигами. Майюри же наладил связь, а Киараку отдал приказ на перегруппировку, тем самым значительно уменьшив потери среди рядового состава. А мы идем дальше по сюжету, где Майюри увеличивает боевую мощь Сейрейтея своим отрядом из сразу 4 аранкаров, один из которых бывший Эспада, а 2 из Приворон Эспады. Они были направлены на уничтожение зомбированных шинигами, которых в ином случае пришлось бы убивать уже живым, их друзьям и товарищам. Благодаря Майюри гражданской зомби-войны не произошло. Но, наверное, самое главное достижение Майюри за всю арку тысячелетней кровавой войны — это восстановление потерь среди офицерского состава ГТ-13. Улыбающееся солнышко не только победил зомби-бомбиету и Жизель Жевель, но и остановил зомбификацию сразу 4 высших офицеров ГТ-13: Мугурумы Кенсея, Атарибаши Рюджера, Хицугаи Тошира и Мацумото Рангику. Более того, впоследствии при помощи своих чудо-контейнеров он вернул их в нормальное боеспособное состояние, пусть даже и ценой продолжительности их жизни, которая у шинигами не так уж и мала, старик Генрюсай не даст соврать. Кроме того, он буквально с того света вытащил еще и лейтенанта Киру, которого во время первого вторжения прострелил Баз Би. Таким образом, скромный исследователь восстановил Готэю четверть от его изначальной боевой мощи. Также он создал копию пушки Кукаку Шибы, которую использовал Урахара, а благодаря его машине по увеличению Риацу остатки войск Готэя смогли подняться во дворец короля душ. Во время боев в Варвельте Майюри вместе с Нему победил Перниду, члена Шутштафеля, что многого стоит. Еще между делом он восстановил мощь Готэя-13 до половины, вылечив Зараки после того, как его чуть не скрутила в мясной рулет сила Перниды, после чего Зараки явил миру свой Банкай и отлично помахался с Жераром. Фактически Готэй перестал бы существовать как организация после арки ТКВ, если бы не Майюри. Представьте, после победы над Яхве рядовых шинигами почти бы не осталось, следовательно, попросту некому бы было находиться в мире живых и переправлять души в Рукангай через ритуал Кансо. Души бы оставались бродить по миру живых, превращаясь в пустых. Общественность узнала бы про шинигами, пустых, сообщество душ и ад, а дальнейшие события уже сложно предсказать. Кроме того, благодаря Майюри потери среди высших офицеров свелись к минимуму. За всю арку по итогу выбыли 4 капитана: Ямамото, Унахана, Камамура и Укитаке, и 3 лейтенанта: Сасакибе, Нему и Ячеру. А могло бы быть почти в 2 раза больше. Поэтому Майюри торжественно награждается мной как самый полезный шинигами арки тысячелетней кровавой войны. Надеюсь, мои умозаключения сошлись с вашими. Если же нет, то жду от вас развернутых комментариев. На самом деле я не хотел принижать роль ни одного из персонажей. Без всех них не случилась бы победа над Яхве. Каждый из них внес свою лепту. Если вам нравится Блич, обязательно подписывайтесь на канал. Еще можете отблагодарить меня на Бусти. А на сегодня все. Всем удачи и всем пока.